Салют, друзья! Сегодня мы с Максом покажем для вас одно упражнение, которое поможет вам в освоении каскада, прямого каскада. Наверняка у вас найдется кто-нибудь из домашних, кто может вам помочь. Там муж, жена, дети, кто угодно, бабушка, дедушка. Позовите соседа, в конце концов, кто-нибудь поможет. И заодно научится, может, сам жонглировать. Но в любом случае, вот с партнером научиться жонглировать тремя мячами каскад будет проще, чем просто одному. Да интереснее, честно говоря. Итак, упражнение номер 1 вдвоем, в паре. Нам потребуется 2 мяча для начала. Максим? Один мяч мы будем держать вот так вот, вместе руками, чтобы он не мешался. Я даю один мяч Максиму, другой у меня. Мы будем кидать, как будто бы это 2 руки одного человека. Мы уже кидали. Бросить, бросить, поймать, поймать. Вот начинает у нас сейчас зеленый мяч. Пожалуйста. 1, 2, 3, 4. Мягче лови, Максим. Теперь я начинаю. И 1, 2, 3, 4. Через руку надо перебросить, как через перекладину обязательно. Вот здесь мое поле, там поле Максима. Я кидаю ему, он кидает мне через вот эту перекладину. Зеленый мяч начинает. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Обязательно 4 движения, как вы делали из руки в руку бросок. Это подготовительно для того, чтобы ваш сосед, муж, жена или дети, вы видите, да, могли вам помочь в освоении дальнейшем уже с 3 мячами. Мы сейчас быстренько переходим сразу к 3 мячам. Мы так покидали одной рукой, потом мы покидаем другой рукой. Давай, вот так, держи. Обязательно надо потренировать 2 руки. Особенно вот сейчас мы левыми руками будем кидать, что интереснее. Зеленый мяч начинает, пожалуйста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вы будете делать больше повторений, пока у вас не получится 10 раз подряд. Запомните, да? Это наш принцип. Дальше. Мы снова берем удобной рукой, то есть левой. И теперь у нас появляется еще один мяч. Мы сейчас, каждый человек отвечает только за одну свою руку, за правую, что просто. Моя задача — кинуть очень аккуратно и правильно своему партнеру, Максиму. Но тот по тому же самому принципу перебрасывает через эту перекладину на его поле. Максим будет бросать под мой мяч, как он делал 2-м номером, когда я кидал первым, когда мы работали с 2 мячами. Максим готов? Мы попробуем сделать несколько бросков и остановиться. И 1, 2, 3, 4, и я остановлюсь, например, да? Сколько получится. Может, мяч упадет у вас, будет падать, это нормально. Поднимите еще, вообще весело вот так вот пообщаетесь. Давай попробуем 10 сделать. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, мы с Максимом уже умеем практически каскад кидать. Поменяем руку. Вот сейчас сложнее, потому что рука левая. Начинает тот человек, у кого 2 мяча. Неважно сейчас по цветам, главное, у кого 2 мяча, тот и начинает. Собственно, главный принцип жонглирования 3 мячами. Максим готов? Готов, Максим? Я начинаю. Приготовились? Делаем 5 бросков. И 1, 2, 3, 4, 5. Максим? Ладно, 6 я поймал. Делаем 10 бросков. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудесно. Слушайте, друзья. Вот. Так, потренировавшись, отвечая только за одну руку, вам будет проще перейти к жонглированию 2 руками. То есть тогда одна рука будет один партнер, а другая рука другой партнер. Максим, большое тебе спасибо. Дальше я сам. Итак, друзья, теперь у нас 3 мяча. У одного человека 3 мяча. Как так? 2 руки, а 3 мяча. Что делать? Непонятно. Сейчас будем разбираться. Но прежде чем начать бросать эти предметы, мы сначала попробуем их правильно размещать в ладони. То есть вам надо будет взять 2 мяча в одну ладонь, 1 мяч в другую, естественно. Да? Посмотрите, как мячи располагаются. То есть 1 мяч я придерживаю мизинцем безымянным, 2 мяч я придерживаю щепоткой, грубо говоря, 3 оставшимися. В одной и в другой руке подержите, потому что 2 мяча у вас будут в самом начале жонглирования и в конце жонглирования, когда вы останавливаетесь. Поначалу у вас будет короткое жонглирование, поэтому лучше сразу приучить руки. И для этого мы сделаем несколько упражнений, которые позволят вашим ладошкам подружиться с 2 мячами. Вот такое вращение. Наверняка вы с ним знакомы. С китайскими шариками обычно звенящими делается. Но эти шарики чуть побольше. Обращаю внимание, что с картошкой не получится. Надо что-то более круглое. Но с апельсинами, кстати, может вполне себе, и с яблоками. В одной и другой руке надо будет покрутить. Причем покрутить можно в одну и в другую сторону. У кого-то удобнее крутить в одну, кому-то в другую сторону. У кого-то получается лучше в одну, у кого-то в другую. То есть вот в одну, в другую сторону покрутили,
приучили ладошку к тому, что в нее может помещаться не только один мячик, но и два. Кстати, 3 тоже могут помещаться вполне. Но это потом, когда вы будете кидать 6 мячей, ну хотя бы 5, тогда вам потребуется, чтобы в ладошке у вас помещались в одной 3 мяча, а в другой 2. Итак, пока 2 мяча в одной ладони покрутили в одну сторону, в другую сторону, размяли, подготовили. И попробуем сейчас бросить один мяч, один, из руки в руку. Но в той руке уже есть один мяч, поэтому придерживаем тот, который есть в ладони, мизинцем безымянным, освобождаем вот эти 3 и ловим прилетающий мяч. Ловим движением вниз, как учились, чтобы мяч не отскакивал. Из руки в руку вот так покидаем, можем даже вспомнить бросок троечка по знаку бесконечности, вот так покидаем один мяч из руки в руку, чтобы мяч не отскакивал от того, который уже в ладошке есть. Получилось много раз подряд, значит, вы можете кидать дальше. Итак, вы кидали на прошлом уроке 2 мяча из руки в руку, и у вас еще оставалось время для хлопочка. Я рассказывал, что вот в это самое место и помещается 3-й мяч. Попробуем сделать 3 броска по очереди. Вот они разноцветные у меня мячики. Я сейчас скажу, у меня будет желтый, зеленый, красный в такой последовательности. 3 броска я сделаю, и 2 мячика у меня окажутся при остановке в другой руке. Посчитаем. И 1, 2, 3. На 4 я ловлю вторым в левую руку красный мяч. Очередность теперь у меня будет красный, зеленый, желтый. Также я кидаю 3 броска по очереди. 1, 2, 3. Снова у меня 2 мячика поменяли руки. И таким образом я начинаю то с одной руки, то с другой. Итак, делаем несколько раз. Остановились. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Всего 3 броска. Не все вместе мячики летают. Летают по очереди. Точно так же, как вы кидали 2 мяча. Ничего страшного не произойдет, если вы даже уроните мяч. Роняйте, пожалуйста, не бойтесь ронять. Потому что без падений, как вы знаете, вы не сможете развиться, не сможете понять, как растет ваша ловкость. Ловкость растет только тогда, когда вы делаете незнакомые движения, упражнения, что-то новое для себя. И мы знаем, что падающий мячик — это подводная часть айсберга жонглера. Да, то, что мы видим в итоге, на самом деле подкреплено вот этой основной массой этого айсберга, падающими мячами. Так что не бойтесь ронять. Будут падать — поднимайте. Поднимать можно интересно, можно прыжком ногами. Я думаю, что мы найдем время для отдельного урока, чтобы познакомиться с ловкостью не только рук, но и остальных частей тела. Там мы с вами более подробно разберем, как можно поднимать мяч с пола. Итак, когда у вас получилось 3 броска подряд, и вы на 4 остановились, вы можете по одному броску добавлять. То есть я сейчас сделаю 4 броска и на 5 остановлюсь. 1, 2, 3, 4, 5. Но 2 мячика у меня в этом случае оказывается в той же самой руке, с которой я начал. Начинаю с этой. 1, 2, 3, 4, 5. Неинтересно. Поэтому делаем 5 бросков и на 6 ловим в другой руке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы делаем уже 6 бросков, друзья. Итак, вы постепенно будете добавлять по одному броску. Даже если вы будете ходить, если мячики у вас будут летать вперед, назад, в сторону, догоняйте их, ничего страшного. И постепенно вы научитесь стоять на месте, так же, как делаю это я. Не будете шататься по площадке. Друзья, итак, вы попробовали жонглировать 3 мячами прямым каскадом. У кого-то получилось 3 броска, не расстраивайтесь. Уверен, что при должном усердии вы обязательно освоите этот трюк. Будет 10 бросков, 20, 30, сколько хотите. Будете жонглировать даже с закрытыми глазами. Но домашнее задание на эту неделю: вы должны бросать не менее 10 раз. То есть выполнять не менее 10 бросков. И, естественно, остановиться с мячами в руках. Это домашнее задание. Если у вас будет 15-20 бросков, это замечательно, я вас похвалю. А на сегодня пока. Всего самого ловкого.